Стандартный кубик Рубика уже почти никого не удивляет, и даже не важно, за сколько времени он был собран. Производители головоломок придумывают все новые и новые формы, виды, механизмы и размеры для кубиков, чтобы вызывать интерес у аудитории. Кто-то придумывает нереальные на вид головоломки, кто-то делает самые большие кубики в мире, а кто-то наоборот делает самые маленькие. До недавнего времени было принято считать кубик Maru Nano самым маленьким кубом массового производства, то есть тот, который можно свободно найти в продаже и приобрести его. Размер грани этого кубика составляет 15 мм, но сейчас уже есть кубик в 1,5 раза меньше. Это кубик фирмы Cube Lab, и его размер составляет всего 10 мм. Другими словами, это самый маленький кубик Рубика массового производства, который я знаю и который можно взять и свободно приобрести, но пока только в Китае. У меня отличные новости, моим друзьям интернет-магазину speedcubes.ru исполнилось 8 лет, и в честь этого события они устроили распродажу. У них на сайте огромный выбор кубиков и других головоломок, и абсолютно на весь ассортимент скидки до 30%. К примеру, если вы хотите купить какой-нибудь кубик, чтобы удивлять своих одноклассников или окружающих, например, пусть это будет Шэнкшоу 10×10. Сначала кладем его в корзину, про подарок тоже не забываем. Теперь необходимо ввести специальный промокод и активируется скидка. Размер скидки зависит от ряда условий, с которыми можно детально ознакомиться по ссылке в описании. Распродажа длится до 1 декабря, поэтому торопитесь. Чтобы не возникало недопонимания про размеры кубов, чуть-чуть объясню. Стандартный размер самого обычного классического кубика составляет от 55 до 57 мм. Примерно такого размера коробку, в которую упакован самый маленький кубик. В комплекте с ним поставляется подставка с интересным дизайном, похожим на DNA куб. Внутри коробки инструкция и брелок-клетка, в котором находится наш малыш. Он настолько маленький, что даже буквы на логотипе сливаются, и их довольно тяжело прочитать. Крутится, кстати, вполне неплохо. Про срез угла говорить особо не приходится, он есть, но он минимальный, потому что специфика строения не позволяет делать много закруглений. Длина грани кубика ровно 1 см, все как заявлено. Если сравнивать с другими кубами мини, то он примерно как их деталька, а если сравнивать с полноразмерным кубом, то микрокубик будет меньше детали обычного куба почти в 2 раза. Мелкий куб по размеру практически совпадает с уголком от кубика 7×7. Этот кубик настолько крохотный, что даже муравей не кажется маленьким на его фоне. Строение маленького кубика по сути как у больших кубов, за исключением размера и толщины стенок. Детали весят, можно сказать, ничего, там какие-то тысячные граммов. Кубик целиком весит около 1 грамма. Получается, что это мировой рекорд по самому маленькому кубу в мире, который можно свободно купить. Скорее всего, в будущем производители снова чего-нибудь придумывают, и кубик будет не 10 мм, а, например, 7 мм. Сильно меньше делать для массового производства уже проблематично, да и в принципе проблематично такие маленькие кубики создавать. Откуда я знаю, что будут уменьшать? Да все просто. Со временем многие производители придумывали новые кубики меньших размеров, например, для детей, или чтобы можно было куда-то носить с собой, или брелки на ключи. Согласитесь, чем меньше кубик, тем легче и удобнее его брать с собой. А к таким экстремально маленьким размерам производители пришли не сразу. Они уменьшали физический размер своих головоломок шаг за шагом, примерно на 10-30% за шаг. В итоге с 57 мм дошли до 10 мм. Я знаю, что бывают кубики еще меньше, но я их в этом видео рассматривать не буду. Но, как я уже сказал, это единичные варианты, и они стоят, скорее всего, очень дорого на аукционах или не продаются вовсе. Этот кубик, кстати, стоит тоже очень дорого, около $40, примерно 2500 рублей. Если вам понравился данный кубик, то поставьте лайк этому видео, пишите в комменты, продолжать ли выпускать видосы про всякие такие уникальные штуки, и подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Большое спасибо за просмотр, пока!